Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете нашей встречи со Степаном Димура, и он на связи прямо сейчас. Степан Геннадьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Друзья, всем большое спасибо, что присоединяетесь к нашим беседам. Оставляйте в закрепленных заблаговременно, да, и в сообществе YouTube, и в закрытом клубе Шелеста в Telegram, зрителей Шелест в Telegram, свои вопросы. Очень интересная финальная часть программы. Дождитесь ее, потому что звучат ваши вопросы. Они такие достаточно, ну, такие своеобразные. И конечно же, Степан Геннадьевич находит на них своеобразные ответы. QR-код, который возле меня, это возможность, если работает сервис, вот никого не дожидаясь, прямо на экран вывести ваш вопрос. Супер стики, супер чаты, супер пупер. В общем, спасибо за поддержку. И не забудьте поставить лайк этой трансляции и подписаться, если не подписаны. Всем я надеюсь, очень плодотворной, скажем, полуторачасовки у экранов ваших гаджетов, которая начинается непосредственно и прямо сейчас с опроса нашего сегодняшнего эфира. Падет ли режим аятоллы в Иране? Вот такой простой, бесхитростный вопрос. Варианты. Да, Израиль своего добьется. Нет, только укрепится. Режим нет, но Хаминеи не жилец. Или падет режим Биби в Израиле. В общем, такие варианты. Голосуйте, пожалуйста. Очень интересно, как вы проголосуете. В конце подведем итоги. Ну и начнем, пожалуй, разбирать израильско-иранскую войну, которая неделя и которая, казалось бы, ну, выглядела еще ровно неделю назад некой хуцпой, а нет, начали Ну, для воевать и кого как. всерьез. Хуцпой. Как я сказал, могут, но я могу сильно ошибаться, я сильно ошибся. Но, с другой стороны, война была, как говорилось, предопределена. Должен был начать ее Израиль, он не начал. Единственное, что вот прошла неделя, еврейский вопрос пока не решен. Так что тут, знаете, 50 на 50, можно сказать. Но я всегда мажу на квартал, на самом деле, если так посмотреть, по моему творчеству квартал где-то. Но событие должно было произойти, оно произошло чуть раньше. А на ваш вопрос, если отвечать, ну, я думаю, тут ответы номер 2 и номер 4. Угу. Номер два и номер четыре. Да. То есть только укрепится в Иране и пойдет режим Нет, Биби. нет, не то не укрепится, а эталы никуда не денутся. А, вот с Бенечкой могут разобраться, скорее всего, разберутся. Ну, Откуда вообще, эта с Израилем уверенность? разберутся. Смотрите, ведь западная пресса сейчас пишет, что Биби Нетаньяху крутит Трампом как цыган солнцем. Ну, на то не западная пресса, что все. А вообще пресса, средства массовой информации, это такая большая худспогонная машина. Кто там кем крутит. В данный момент я думаю, что, во-первых, что значит крутить Трампом, да? Ну, синильный старичок, по большому счету. Все уже, старческий маразм, потому что, ну, что он несет, и ты думаешь, вот, ну, ты дебил, да, говорит, мы специально вели переговоры, чтобы отвлечь внимание Ирана, типа вот, я все знал, все так хорошо, и зато и всех переговорщиков убили, как прекрасно. Ты же президент США. Вот как с тобой вообще или США после этого иметь дело? Вообще, в принципе. Ну, и на самом деле реакция была тоже товарища Си, весьма предсказуемой, когда он написал, что бла-бла-бла, про империи. На русский говорится, знаешь, Дони, друг, мы вашу эксклюзивность возьмем, засунем вам в очко, если ты рыпнешься. Так что все идет по плану, все очень весело. Ну, единственное, что как мы Дони заждались, ну, уже пора ему влезать. Пора. Влезет? Я думаю, сейчас нам идет мощнейшая, на самом деле, драчка, поскольку он сам абсолютно безмозглый. А вот, ну, просто, ну, вот. То ли он таким родился, то ли уже все, старость. Насколько я понимаю, там идет мощная драчка между так называемыми эгоистами, истинными патриотами, которым нахрен все это не нужно, которые так примерно представляют, потому что произошло, чего можно ждать от Ирана, и неоконами, неоконами. А почему вообще Израиль полез? Ну, все эти сказки про, знаете, ядерное оружие, там еще что-то. Биби это хуцпу гонит аж
Уже 41 год. Там Блумберг сделал подсчет, но там у него были еще 2 заявления до. То есть 41 год Биби гонит эту хуцпу про 2-3 года, там 2-3 недели. Причем вот странно, что вот таких людей с такой гаплогруппой, у них все время вот сочетание 2-3, оно основополагающее. У одного там ракеты через 2-3 дня закончатся, у другого там ядерное оружие будет. Ну, не столь важно. А в чем дело-то? Ну, как? Есть великий план, сакральный план. Clean Break называется. Сделали его в начале 90-х под Биби, под его будущую политическую карьеру в Израиле. А заключается он в том, что ЧВК Израиль, конечно, при помощи своих западных хозяев, империи западной, должен забрать под себя, под свой контроль западную часть арабского мира. Включая Всю? кусок, да, включая кусок Саудовской Аравии. И для этого американцы считали, что нужно сменить режимы в 7 странах. Что там у нас в списке? Ирак, Иран, Сирия, Египет, Ливан, Ливия, еще какая-то страна. Ну, не суть важно. Понятная идея. Вот из всех этих стран только Сирию, под конец могли только Сирию завалить, и остался Иран. Ну, и это первое, то есть они пытаются выполнить тот старый план, причем все это планируют сделать за 4 или 5 лет. То есть, начиная с операции в Ираке, должно было пройти 4 или 5 лет, и все режимы должны быть изменены. Ну, не срослось. Вот, чуть-чуть идут с опозданием. И второе, что здесь нужно понимать, почему это случается именно сейчас, это уже, знаете ли, из области эсхатологии. Это такой раздел теологии, скажем так, который изучает последние времена. Ну, я, скажем так, не могу уже без смеха об этом говорить, но тем не менее. Сейчас попытаюсь без хуцпы, откинув все это, изложить последнюю точку зрения, которую мне удалось узнать у Равината. Она заключается в том, что вот эти Бен-Гвир, кто на них смотрит, вот эти вот все-таки отмороженные фанатики, которые практически в данный момент обеспечивают физическую свободу товарищу Натаньяхе. Иначе он очень быстро оказывается в тюрьме за все свои делишки. Они находятся под влиянием, ну и Натаньях, на самом деле, суть всего, тоже сам находится под влиянием таких ультраортодоксального раввината, такого могучего там. И фишка в том, что Биби Натаньяху в свое время встречался и был хорошо знаком со Шниерсоном, был такой раввин Шниерсон, который в свое время считался Машиахом. Ну, что-то как-то не срослось, там что-то пошло не так. После этого Равинат подстраховался, и теперь они говорят, что на самом деле в каждом поколении может быть свой Машиах, может быть даже не один и тому подобное. И как-то вот, согласно воспоминаниям Натаньяху, Шнирсон ему намекнул на то, что, мол, Биби, не могу утверждать однозначно, но, наверное, ты таки можешь быть избранным. Я не знаю, проникся Ёлки-палки. Библией. Биби избранный? Слушайте дальше, это еще не все. Значит, согласно, ну, они ждали Машиаха, по-моему, в 2012 году. Ну, что-то опять не срослось, не пришел. Ну, бывает. Впечатление, что им, знаете, вместо Каббалы подсунули главу ОБТСМ из Камасутры. Короче, последние указивки, инструкции. Значит, Машиах должен прийти, если не ошибаюсь, в сентябре 2027 года. Но он не может просто так прийти, иначе он придет, а все типа грехи не прощены. Ну и, да, всех подряд. Поэтому еврейский народ должен искупить свои грехи. Каким образом? Он должен пройти через, скажем так, страшные испытания. В чем заключаются эти страшные испытания? Ну, скажем так, позверствовать, посвирепствовать, геноцид там устроить, здесь устроить, чтобы весь мир восстал против него.
И вот еврейский народ должен вести эту борьбу уже со всем миром, пострадать так хорошо, то есть искупить свои грехи, и только после этого придет Машиах, закончится это время, начнется новое время. Поэтому я уже давно говорил, что, ребята, там здравый смысл, он как-то уже давно отчалил из тех краев. Там все на самом деле сильно замешано как раз на такой ультраортодоксальном толковании иудаизма. Их много, ну ладно, одно из них. И поэтому, когда вы начинаете искать логику в их действиях, вы не найдете. Ну вот, например, Бен-Гвир. Через 72 часа после атаки на Иран, на пресс-конференции, там, или, по-моему, на пресс-конференции, все на записи есть, корреспонденты начинают его спрашивать: слушайте, а что вы уже побежали за помощью? Он говорит: мы не ожидали, что, во-первых, режим Аятолл устоит, во-вторых, что будет такой ответ, что у них такие ракеты. Берем второй ролик, там на улице сцепились Бен-Гвир и высокопоставленный моссадовец, чуть ли не сам директор, по-моему, Моссада. И Бен-Гвир там на него орет, что какого черта вы полезли на Иран, а тут говорит: а мы не рассчитали, там пятое, десятое. Вот, поэтому та операция, которая была проведена изначально, она была подготовлена великолепно. Вот из тех деталей, что вот выплыли, то, что я знаю, великолепно подготовленная операция. А готовили ее, конечно, не 8 месяцев, скажем так, а несколько лет. Но, как говорится, на тактическом уровне готовы, скажем так, Моссад – это как, в моем представлении, могу ошибаться, Моссад – это как СБУ. Это исполнители и, скажем так, прикрытие для ребят из Ми-6 и ЦРУ. Они все берут на себя, там, делают себе офигенное имя, офигенную, скажем так, репутацию. На самом деле, это как СБУ, шестерки. Ми-6 и ЦРУ, потому что почерк, вот то, что было, мы это уже видели в двух местах. Мы это видели в Курской области. Подавление систем связи, очень, очень четко сработавшая, радиоэлектронная борьба, РЭБ. В Курской области мы видели, потом была эта атака на самолеты, на дальнюю авиацию. Все это было в Иране. Плюс они смогли, во-первых, подавить рэбом ПВО, и более того, скомпрометировать системы связи ПВО иранского. Поэтому в первые 8 часов, скажем так, они проводили, практически они были хозяевами неба. Потом все резко пошло, вся их авиационная активность пошла на спад. Теперь в основном атакуют либо дронами, либо, если повезет, крылатыми ракетами, потому что через 8 часов иранцы смогли восстановить систему связи ПВО, и, соответственно, сразу все пошло не так. Далее, операция по смене режима. Любимая, конечно, у нас фишечка еврейская – это обезглавливание, декапитация. Тут надо им отдать должное, скажем так, в своем идиотизме они постоянны. Хамас, начиная с Шаха Ясина. Результат где? Нет. Хезболла. Результат где? Нет результата. Черт возьми, если уж верить сказкам, так, они и христианство декапитировали в свое время. Что случилось с христианством? Все то же самое, еще. То же самое и здесь. Причем получили, на самом деле, обратный результат. Потому что вот эти ребята, значит, надо понимать структуру Ирана. Структуру власти, вертикали власти. Она точно такая же, как, скажем, в России или в Украине. Только вместо ФСБ и СБУ там КСИР. Они везде, у них везде доля, они все контролируют и тому подобное. Вот такая вертикаль власти. Есть, правда, одно важнейшее отличие между этими тремя вертикалями в пользу Ирана. Это то, что в Иране есть государственная идеология. Ислам. Вот эти ребята, такие старые, уже такие махровые генералы, сидели там, у них уже все давно схвачено
они такие более-менее самостоятельные фигуры. Их убрали. Семейка Айталы, кого поставил на их места? Хороших, умных генералов, но без особых политических амбиций. То есть они сейчас консолидировали, получается, свою власть, семья Айталы. И, Все, и очередь там, грубо говоря. выстроили в 10 человек на каждую позицию. Об этом сообщали. 10 человек, Ну, это Леся. потому что вот у них всегда так было, это то же самое у Хезболлы, то же самое у Хамаса, что каждый более-менее высокопоставленный винтик в системе должен воспитать как минимум двух учеников, то есть сменщиков. Это тоже не сработало. Значит, все эти призывы к восстанию против Аятолл, что Биби-то постоянно там спичи толкал, что народ Ирана, я призываю вас восстать, иначе мы вас осисяем. Удары. Далее, у них была мощнейшая агентурная сеть. Была мощнее, причем я думаю, что на самом деле то, что иранцам слили, либо они сами выкрали огромную базу данных, в том числе и Моссада, и заявили об этом, это сказал еврейцам, что пора начинать, иначе всю сеть скроют. Агентурную сеть бросили в работу. Прекрасно. Теперь ее вычищают и зачищают. То есть они бросили вообще вот все, что у них было, все, что было подготовлено, они бросили в этот, знаете, такой удар отчаяния. Что есть у Ирана, чего нет у Израиля. Стратегическая глубина. Режим получил серьезный удар, да. За 8 часов ПВО восстановили, никакой смены власти не произошло. И все те средства, как, конечно, я имею в виду агентурная сеть, все, что было подготовлено, все, что было заброшено, они начали регулярно, с завидной регулярностью вычищать. Ну, а потом полетела ответка, и как говорилось, ребятки, дорогие еврейцы, никакого ПВО у вас нет. От слова Да, совсем. была эффективность 90%, сегодня Вообще. пишут 65%, причем количество ракет Да, это иранских как, знаете, уменьшается. да, нет, это не, там другая причина, на самом деле. То, что уменьшается количество ракет. Ну, и у Израиля нет ПВО. Ну, об этом и говорилось, ребята, у вас нет ПВО. О чем? Вам 2 раза показали, вы безмозглые. На что вы рассчитывали? Нет у вас ПВО. Поэтому ну, урана, я нельзя сказать, что Иран полностью восстановился. Нет. Проблемы есть, особенно с, скажем так, запусками ракет, я подозреваю. Но эта проблема носит такой, знаете, ну вот конкретно нам пишут, что вот они там разбомбили на нескольких базах входы, их завалило камнями, уничтожили пусковые установки, их невозможно восстановить. Ведь вы видели эти пусковые установки для ракет такого класса? Это рельс, гидравлика. Привозят их в обычных фурах. Да? Их эти самые, те же хуситы на коленке клепают. Поэтому это не тот вопрос. Ну, восстановили, да. Ну, вернее, засыпали камнями. Ну, хуситы справились там в свое время за 2 дня. Иран пока что, скажем так, я думаю, не сильно спешит. Но теперь задумайся, вот эти все аналитики, все эти западные вояки, они, наверное, не задумались о том, что вот Иран все-таки они не такие тупые, да? И, наверное, они предусмотрели именно этот случай. И я думаю, что у них на несколько тысяч ракет заначки раскиданы по всей стране. Знаете, такие схроники. Это первое. Более, и они их не будут трогать, потому что это их система мертвая рука. Потому что, ну, и следующий вопрос, почему не уменьшают, я думаю, количество запусков ракет. Они смотрят, во-первых, зачем тратить ракеты, когда мы наносим достаточно мощный экономический и моральный урон, это во-первых. А во-вторых, интенсивность израильских ударов резко снизилась, потому что у них нет господства теперь полного в воздухе. И самое большое, думаю, чего не хочет Иран, это вступление США в войну. Поэтому, я думаю, они выбрали такую тактику, на мой взгляд, совершенно правильно, что мы будем варить эту лягушку медленно. А вот если пойдут в войну, скорее всего, они влезут. Ну, хочется надеяться, что они влезут.
то я думаю, что все вопросы будут решены быстро. Иран понесет значительный ущерб. Причем, заметьте, никто не трогает ни нефтяную, ни добывающую, ни перерабатывающую структуру Ирана, ни газодобычу Ирана не трогают. Серьезно. Вообще не трогают. Поэтому сейчас там, я думаю, начинаются какие-то переговоры, конечно, какие-то закулисные. Вот будет министр иностранных дел Ирана встречаться с европейскими коллегами. Но просто предмет переговоров, я думаю, тоже Иран тратит время. И потом китайцы, я думаю, сильно помогли сейчас тоже. Что туда полетели два китайских самолета транспортника. Я предполагаю, что привезли, скажем так, оборудование для того, чтобы иранцы могли получать прямой фид с китайских разведывательных спутников Мгм. напрямую. Чтобы четко всегда знать, где американские корабли и корабли союзников, получать целеуказания и тому подобное. Смотреть, как реагирует ПВО Израиля, какие изменения делают от удара к удару и тому подобное. А что можно еще привезти ценного на двух транспортниках? Я думаю, именно это и привезли китайцы. Потому что никто не отмечает одну странную вот вещь, что месяц назад пришел первый поезд из Китая, то есть сухопутный маршрут начал функционировать, который обходит и этот, Суэцкий канал, соответственно, Босфор. То есть полностью обходит все эти морские пути, которые пока что контролируются морскими державами. Полностью Евразийский коридор. Пришел первый поезд, и буквально тут же была совершена попытка смены режима. Совпадение? Не думаю. Да, интересный вывод. Ну, переговоры уже как бы есть, и с Соединенными Штатами говорят, и даже вкратце. Это вам написал Reuters Да, и Bloomberg. Это как написал Трамп. Дальше едем нет, по просто здесь новостям. интересен момент по поводу ядерной программы. А, Вот есть такое предположение, что там до ядерной бомбы, опять-таки, может, клевещут, остаются только детонаторы, изготовить и прикрутить. И сам Иран тоже играет на этой теме. Ролики показывают там разные по государственному телевидению, по которому прилетело, убило 16 человек. Что, мол, нечто уже как бы припасено и готово. Что вы Ну, это, думаете об это этом? может быть, я думаю, припасено и готово. Там два варианта. Это Пакистан и КНДР. Вполне возможно, что заряды уже на территории. Уже давно все отработано и тому подобное. Вполне возможно, вполне допускаю, потому что всем здравомыслящим, в принципе, людям на этой части поребрика было понятно, что заваруха будет обязательно. Израиль будет уходить в небытие, но перед приходом может долбануть своей ядеркой. Которая, кстати, почему-то МАГАТЭ не признается и не контролируется. Как это? Значит, нужен какой-то серьезный аргумент. И этот аргумент должен быть озвучен. Его озвучил кто? Пакистан. Что если еврейцы вздумают применить, то получат исламский нюк обратно. Озвучен, озвучен. Так что посмотрим. Трамп отшил Путина как переговорщика. И почему? Еще раз, я эту подкорку больше не анализирую вообще, слово совсем. Потому что все эти много буквок, глубокого анализа его подкорки напоминают мне старый советский немножко скабрезный анекдот. Зачем Бог дал мужчинам член? Чтобы было мужчинам о чем поговорить. Зачем Бог дал женщине вагину? Чтобы мужчинам было с чем поговорить. Так и здесь. Ну, много аналитиков, пишут много буквок, получают много кликов, капают им на счета шекели. Вот и все. А по большому счету, ну как это можно анализировать? Ну как? Того же Трампа спрашивают. А вот ваш начальник разведки национальной только что в Конгрессе, там я 2 месяца назад сказала, что нет у Ирана ядерной программы от слова совсем. Моссад тоже вдруг сказал, что как бы да, может быть года через 3, но мы якобы их затормозили.
На что президент отвечает: да мне наплевать, что она сказала. Ну, красавцы, красава. М, А, Просто он же теперь, извините, он же у нас теперь не тот, на кого охотник. Он теперь не дичь, а охотник. охотник Трамп, да. Охотник, да. Только он в лес ходит, судя по всему, не охотится. Как в том анекдоте с медведем. А, Вы стоите на позиции такой, что Израиль будет уничтожен. Ну, скажем так, в том виде, в котором он существует сейчас, да. Что такое уничтожение Израиля? Как правильно расшифровать? Потому что все как видят? Летят куча, ну как иранцы показывают в своих пропагандистских роликах, летит куча ракет, там стираются Ну, нет, города. нет, куча. Нет, ну, я думаю, что города стирать никто не будет. Они все-таки не еврейцы, они люди. Они газу не будут там устраивать. Я думаю, просто уничтожат энергетическую структуру, инфраструктуру, уничтожат опреснители воды. Один завод нефтеперерабатывающий они уже вынесли, вынесут электростанции, и на этом все закончится. И Израилю придется капитулировать, потому что уже там вот несколько роликов есть с улиц Израиля, когда с Тель-Авива, когда простые жители там уже начинают бросаться на этих самых тикток-маховцев и орать им в морду, какого хера вы поперлись на Иран. Еврейцы не привыкли к страданиям и смертям, это не их сила. Поэтому, ну, окажутся у разбитого корыта, и тогда же будут вестись серьезные переговоры о будущем Израиля. Вполне возможно, что будет поставлен вопрос о демилитаризации Израиля. Весь вопрос о том, что Израиль и Западная империя, они вылетают с Ближнего Востока. Будет этот вопрос решен вот прямо сейчас, либо будет какая-то передышка для переговоров, еще чего-то, анализа ситуации, я пока не знаю. Все будет зависеть от того, когда пиндосы в это дело влезут. И влезут ли вообще. Влезают, значит, вопрос будет решаться быстро. Нет, ну, будет какая-то вяло текущее решение вопроса. Как М, я говорил, давно говорил, что вот когда все только началось, что ну да, здесь вопрос в том, если сильно повезет, ну останется в виде гетто в границах 67 года. И тут еврейцы начинают в каком-то антисемитизме обвинять. Ну да, антисемит, он говорил за год: ребята, уезжайте, вас там накроет. А теперь: мы вас не послушали. А теперь, как в Украине, закрыли границы. Пипец вообще. Так а как так? А Ну, вот так, все хорошо и прекрасно. Незапланированный исход, понимаешь, может произойти. Кто воевать-то будет? Кто будет живым щитом великих раввинов, которые уже слиняли, но их ученики продолжают изучать Тору, защищая Израиль. И отказываются служить при этом в армии. Интересно, что в ответ на удар по больнице БРШВ, а там очень интересный произошел удар, а, Били не по больнице, в больницу не попали. Попали в лабораторию. ну, потому что там есть подвальное помещение. То есть Да, туда и били. Да. я почему, скажем так, удивлен, потому что ведь ровно это же самое мы с вами, да и с вами в эфире постоянно, да, вот когда обсуждаем Палестину или Газу, ведь и с другими израильскими экспертами они говорят: смотрите, там у них больница, а под больницей сидят террористы. И сейчас это как бы бумерангом И никогда, вернулось сейчас. и никогда их не находили. И это возвращается бумерангом, получается, что Израиль тоже так действует, какие-то объекты свои там, да, Понимаете, обозначает. скоро израильтянам может начать возвращаться бумерангом их новая фишечка. А новая фишечка в Газе у них такая, что поскольку там голод, они их просто убивают голодом сейчас. Ну, иногда бомбами. То они, израильтяне, организуют пункты выдачи продуктов. Палестинцы собираются, а их накрывают из танков, авиация, израильские солдаты их расстреливают. Ну вот, вчера был такой случай. Там, по-моему, больше 100 убитых. Вот это как бы не пришлось возвращаться бумерангом. Я, честно говоря, не представляю, что за нелюди могут делать такие вещи. Ну, видать, есть страна, где такие люди. Я вообще не понимаю этих порядков. Сегодня, ну, мы, может, коснемся там немножко дальше, когда про Украину поговорим. Сегодня там тоже обсуждал у себя на телеграм-канале. Кстати, подписывайтесь на Дибуру. Телеграм-канала и лекции, ссылки в описании.
непосредственно Степана Геннадьевича. А, Идет такая дискуссия, знаете, там, а вот это вот такие, а вот это вот не такие, ну, украинцы. Потому что там множественное гражданство ввели, в этом законе есть пункт, что если ты там как бы угрожаешь или там противоречишь интересам Украины, да, твоя деятельность противоречит, то у тебя могут забрать паспорт. Ну вот, ну такие есть нормы новые, да. А, Ну, это во многих странах, по-моему, такое цивилизованных, если не ошибаюсь. Ну вот о цивилизации. И как бы начинают делить, да, там людей начинают делить. И я немного как бы ну, вот прозрел, знаете, когда в бомбоубежище не пускают. И Ну, мне, да, и мне да. люди начинают писать, это какие-то там домовые бомбоубежища, которые вот они там содержат за свой счет, мол, Да я ладно, плачу да. деньги, зачем мне кого-то пускать? Слушайте, так на улице же не дождик идет, ну, условно, когда идет обстрел. А вообще народ какой-то очень злой какой-то в своих понятиях оказался. Ну, понимаете, тут даже не народ, а вы просто вот представьте, поставьте себя на их место в данной ситуации. Всю жизнь им говорили, что это то место, которое он завещал Бог. С вами здесь Холокост и никогда больше не случится. Это единственное место на земле, где вы находитесь в полной безопасности. Они в это всегда свято верили, и действительно история, что они Израиля, более-менее подтверждала то, что им говорили. Что у нас лучшая армия, что у нас лучшая разведка, ПВО там железный купол, это вообще никогда и ничего не пропустит. А тут вдруг миф разрушается, и сейчас части того же Тель-Авива или Хайфа, они похожи на Газу. Представляете, как у ребят Тухиса подрывает и рвет на британский флаг. И жить хочется, понимаете? Поэтому, в общем, там сейчас, думаю, когнитивная война как раз сейчас идет в Израиле. В Иране-то ее нет. Там им что-то говорят, захватили телевидение, ну, хакнули телевидение, начали призывать всех иранцев подняться против кровавого режима Аятол. А эти твари взяли, устроили митинги с флагами по многим городам. Сейчас они-то рассчитывали на когнитивную войну, провести удачную когнитивную операцию против Ирана, а прилетел бумерангом против Натаньяху и вообще идеологических основ существования государства Израиль. Степан Геннадьевич, а что за этот шах, наследный принц, Да, там сын, да, есть такой, да. Пехлеви этот, то Да, есть да, да. призывает к восстанию? Ну да, Что, то же что самое. Слушайте, еще раз, это часть, на самом деле, атака на Иран, еще раз говорю, она была, это вот то, что сейчас называется гибридными войнами. Это была прекрасно скоординированная, прекрасно спланированная операция по смене режима. Еще раз, мы видели часть, вот части обкатывались там, ну, условно говоря, в Курской области часть обкатывалась на российских дальних бомбардировщиках. Часть, между прочим, обкатывалась, когда Путина всячески заманивали в войну на Украине, до и сразу после начала войны. Тоже там пытались. Все это делается через, в основном, идеологами является МИ-6. Не столько даже МИ-6, они проводники, а идеологом, дай бог памяти, ну, фамилию не вспомню, был глава администрации при Тони Блэре, такой чувак, который засветился в переписке с Хиллари Клинтон, который написал, что эти самые исламисты Сирии теперь под нами. Мы их контролируем, мы работаем с ними. Игильчане сирийские. В свое время там была такая утечка. В чем суть? Это вот все вот эти общества, британские НГО, там, помощи, обучение, они внедряются в страну, разговаривают с людьми, не обязательно даже вербуют на разных уровнях, выясняют слабые точки режима существующего и тому подобное. И, между прочим, вот эта вот Милфа, которая стала сейчас главой Ми-6, да, она у нас чем занималась? как вы ее назвали? Милфа.
Ну, есть такое понятие. Ну, подходит 100%, на самом деле. Фигура у нее тоже персик. Да. Ну, мимо тетечного дома не хожу я. Она возглавляла, кто видел фильмы Джеймса Бонда, она была Q. Она возглавляла подразделение Q. Это всегда было техническим подразделением, они там разрабатывали всякие средства электронной борьбы, еще какие-то фишки, шмишки, там, вот все, что в фильмах Бонда, это вот примерно чем они занимались. По образованию она антрополог. И при ней департамент Q как раз превратился в такое оружие ведения как раз когнитивной войны. С использованием сетей, лидеров общественного мнения, подключение всех этих британских НГО, которые отбросаны по всем странам и тому подобное. И вот они эту систему первый раз серьезно обкатали на Иране. На тактическом уровне сделано вот, мощно. Это вот действительно новые гибридные войны. На стратегическом уровне, как были дебилы, так и остались. Где результат? На ошибки им указывать не буду, просто скажу, ребята, вы третий раз подряд нарываетесь на что? На эффект Милошевич. Когда человек 3 раза делает одни и те же ошибки и не учится, как он называется? Правильно. Но на тактическом уровне, вообще вот. Спланировано, грамотно, потратить столько лет, чтобы так уметь надо. Уметь. Это вот сумрачный британский гений, как я называю. Мне непонятен абсолютный подход Трампа. Точнее, Ой, боже мой, я же вам сказал. нет, Степан Кириллович, подождите. То есть, Вы хотите о чем-то поговорить или с чем-то нет, поговорить? я Выбирайте. хочу понять вообще тенденцию. Я хотел сказать, постучать по спине, а вы далеко, понимаете? Я вот не понимаю, Я левую руку подниму. Вот, все прошло. Да. смотрите как, я не могу понять. Вот смотри, Трамп говорит, Такер Карлсон перед ним извинился. Такер, Извинился? Такер Карлсон, который размазывал там Ну, Круза, этого, да, Тома Круза, да. Тома Круза, да, Не Круза, а это, да, понятно. сенатора Круза, да, Да. который, собственно, говорил, что, ребята, это вообще не туда, то есть, если мы вяжемся в Америка Но действительно... надо отметить, что, между прочим, Круз-то не простой чувак, да, он там большой начальник комитетов всяких. Вот его когнитивный уровень, да, он поражает. Просто тут даже, вот, смотрите, то есть, если так будем бросать мостик на Украину, вот если посмотрите сейчас, там, бренд растет, 78 уже, Уралс Падает. тоже попер вверх. Ведь это же проблема для Трампа. Не должно быть такой У него дорогой. много, вот я понимаю, что говорить, у Трампа, вот, в принципе, влезать в эту заваруху – это идиотизм. Ничего, кроме проблем, он получить не может. Потому что у американской разведки и военных точно такая же оценка Ирана и иранского потенциала, как была у еврейцев. А изменилась ли она за это время? Нет. По одной простой причине. Потому что если эти спецы, так называемые, не сделали выводов после первых 2 атак Ирана на Израиль, а именно, что из себя представляют иранские ракеты и что из себя представляет лучший из лучших ПВО Израиля и США, то они и сейчас их не сделают. Они спишут это на что-то другое или просто даже не поймут, что произошло. Генералу Карила, командующему Сенткомом, он уходит на пенсию 5 лет, он так хотел войны, вот он ее наконец может получить, грубо говоря. Очень хотел, он ее хотел, да, по словам очевидцев. Что может получить Америка? Быстрее вылететь с Ближнего Востока. А свой, скажем так, легитимность, как изменился и выразился товарищ Си, ей уже готова засунуть в очко. Что она может еще потерять? Ей уже никто не доверяет. С ней работать никто не... грубо говоря, договариваться бесполезно. Это все поняли. А получить нефть под 100 за 100. Да. Чувак, у тебя, во-первых, промежуточные выборы на носу. А согласно последним опросам,
в Штатах еврейцы по своей токсичности уже догнали хохлов. Ну, вот, и 20% населения, всего войну с Ираном поддерживает 20% населения. Что среди республиканцев, ну, там цифры чуть-чуть разнятся, но, в принципе, понимаете, 80% против. Вот, что тебе нужно? Ты вылететь с Ближнего Востока? Ну, вылетишь. Непонятно еще, как война пойдет. Да, Иран получит, ну, мощнейший удар. А, слушайте, а вы думаете, что у вас там пару авианосцев не потопит, и что несколько тысяч этих самых пластиковых пакетов не придет обратно в Америку? Ну, вот я Если просто, важный я не вижу момент. для Америки, если к этому подходить, опять же, с точки здравого смысла, я не уверен, что он применим, потому что, с одной стороны, у нас религиозные фанатики, с другой стороны, синильный старичок, который всем говорит, что ой, а я тут помирил этих самых индусов и пакистанцев. Они молчали, вышел. Моди сказал: слышь, ты, урод, мы сами помирились, ты вообще с ним при чем? Это президент Америки, на минуточку. Нет, я вот, смотрите, чего не могу, ну, вот не добавить, да, или каким-то образом не подчеркнуть. Ведь важно сейчас, наверное, будет, это сухопутная какая-то компания. А Может без нее ли, никак. вот может ли, потому что, смотрите, Нет, не может. Не с может. кем не обсуждают, не обсуждаю я эту тему, все говорят, нет, не будет этого никогда, потому что этого не Но это будет нереально. никогда. Нет, и где-то просто потому что американская армия не в состоянии это сделать. Максимум, что они могут сделать, там эти уже ручку подняли, да, мы подписываемся, эти самые, как их, не красные кхмеры, а подобные им. Ой, в Ираке живут и в Сирии курды, иракские курды. Что да, мы приветствуем удары Израиля по территории Ирана. Если партия скажет, мы войдем в Иран. Ну, да. А так вот смотрите, посмотрите на Ирак в свое время. Сколько у них времени заняла подготовка наземной операции. Там больше года. И сколько было задействовано техники и личного состава, чтобы провести смену режима в Ираке. Из личного состава, если не ошибаюсь, там было задействовано почти по 200 тысяч. А сейчас вся американская армия, по-моему, 1500, даже меньше. Я прошу прощения, мы в прямом эфире, друзья, 20:45 сейчас. Ой, господи. Трамп примет решение о военных действиях против Ирана в течение, барабанная дробь, 24 часов? 2 недель. Понятно. 2 недель, сообщила пресс-секретарь Белого дома Левит. Также, по ее словам, Трамп считает, что есть существенная вероятность переговоров с Ираном по его ядерной программе. Так они же уже ведутся, секретные переговоры, нет? Переговорщиков, правда, убили, прошлых. Ай, вот ведь мастер создания стратегической неопределенности. Степан Геннадьевич, в чем цимис этой А, ядерной кстати, программы? кстати, да, потому что в последние, это началось, если не ошибаюсь, со вчерашнего дня, еврейцы стали активно продвигать нарративчик, что всю ядерную программу они уничтожили практически, и все цели, которые хотели уничтожить, уничтожили. Поэтому, да. Так, а смысл этой ядерной программы, если обогащение урана по ней за пределами Ирана? А что тогда в Иране? Так слушайте, иранцев-то уже кинули. Когда они заключили это соглашение JCPOA, они его заключили. У них был 20% уран для медицинских целей. Он у них закончился. И согласно соглашению, они имели право купить определенную партию этого урана обогащенного для медицинских целей. Ну, разумеется, там МАГАТЭ бы отслеживала расход. А им сказали: не, ребят, вы немножко не поняли, наверное, условия договора. Мы вас кидаем. После этого они решили: все у нас будет внутри страны делаться.
вся эта история и вот эта канитель, как-то вот сейчас выходит Левит и говорит, он примет решение вот, в течение 2 недель. А, Я прям слышу, как вот отщелкивает, знаете, вот есть такие счетчики, да, ну такие крутятся вот эти, вот они Мгм. клацают такими костяшками, да, вот со звуком костяшек. Отщелкивают дни отчаяния банковой Украины. Неудачный, Да, да, да. неудачный визит в Канаду, который досрочно и закончился у Зеленского. Потом мы сейчас читаем там саммит НАТО, где уже там публикуют ну, какие-то там предварительные данные. В общем, там тоже нет встречи с Трампом Ну, зато покормят, говорят, хорошо. на ужине, да. То есть и вообще Да. непонятно, Зеленский будет, не будет. Ну, скорее всего, наверное, будет, потому что что-то же показывать нужно, что-то же нужно транслировать. Какую-то потужную перемогу надо скармливать. Просто вот очень интересен момент. Может одномоментно и резко, ну там, война на Ближнем Востоке закончить войну в Украине? Вот так вот раз и закончилась. Не, не может. Я даже подозреваю, что сейчас Ми-6 организует какую-нибудь кровавую провокацию. Либо в России, либо в Украине, чтобы и в России могут сделать, чтобы ответ был неадекватный, чтобы снова попытаться вернуть внимание Ширнормас к ситуации в Украине, потому что она просто исчезла. Вот как бы вот была вроде война в Украине, а теперь, если вы посмотрите в основном на прессу, ее как бы и нет. Где-то там что-то. Но я не думаю, потому что, еще раз, позиции сторон остаются такими же, как они были. Я имею в виду Америки и России по украинскому вопросу. Они диаметрально пока противоположны, но еще раз я вам так говорил, что давно уже говорил, наверное, почти год назад, что, во-первых, Украину скинут на европейских глиномесов, практически скидывают, потому что, еще раз, я не доверяю ничему, что говорит там Трамп и все его шестерки, там Хексит, Петька Стакан. Вот вообще. Сегодня говорит одно, завтра другое. Но пока что, выступая в Конгрессе, на слушаниях по поводу бюджета и расходов Пентагона на следующий фискальный год, Хексит сказал, что там ничего на Украину не заложено. Это вообще не наша война, и нам там делать нечего. Поэтому, по большому счету, официально все финансирование, которое было заложено Трампом, прошу прощения, Байденом, оно, если не ошибаюсь, истекает в июне. Ну, там Ну, август, ну, по-моему. В августе или, ну, не последние. суть. Да, Последние физически придут эти какие-то там грузы. нет, они будут приходить, в принципе, еще должны приходить 2 года, потому что деньги ассигновали, они встали в очередь на производство, там что-то производят, поэтому они-то будут приходить долго. А вот именно сама программа, в основном, да, она истекает. Никаких новых ассигнований пока нет, поэтому все это сбросили на европейских глиномесов. А, И я думаю, что поскольку, как мы видим, Кремль так очень правильно нашел подход к Трампу, зализывает ему одно место, так вот, он великий Трамп, там, день рождения внука, и вообще такой ты великий человек. Я думаю, там просто еще раз договоренность достигнута, что, ладно, ребят, не смогли так мы вас нагнуть, поэтому, типа, воюйте, возьмете, сколько возьмете, потом договоримся. А пока будем работать над, скажем так, восстановлением отношений. Мгм. Я просто пытаюсь понять следующие шаги Зеленского, потому что от Европы, ну, вы так говорите там, ну, хорошо, перекинут на Европу. Сегодня приехала глава ЕЦБ, Центрального банка, Лагард, встретилась с Зеленским. И тот его так вот тряс руку, здоровался так, и думал, оторвет вместе с рукой Лагард. И там, собственно, понятно, кредиты, финансирование, там, вот нам нужны деньги. Он же у Трампа должен, вот тоже какой-то маразм. С одной стороны, он говорит, дайте, мы у вас что-то купим, ну, какой-то пакет. Но деньги найдем, да. Деньги найдем. С другой стороны, говорит, нам, чтобы выстоять, надо 40 миллиардов.
То есть Так европейцы, я думаю, найдут. Г7 дайте 40 миллиардов, да, Трамп дай 40 миллиардов, мы у тебя купим пакет помощи. То есть это какая-то очень интересная воронка продаж получается. Не, ну, что значит интересного? Европа дает деньги, покупает американское вооружение, может быть, малую часть европейского, что там осталось. Война продолжается. Только там уже ПВО нет теперь, все. Адьос, амигос. Сейчас там последние, сколько там осталось, по-моему, 2 дивизиона Патриот. Уничтожат, и ПВО нет. Ну, останется Аристе. Ну, их тоже неплохо отстреливают. И все. Да это уже видно, что герани просто летает у себя дома, по большому счету. И все остальное. ПВО нет. Ну, и все, будет просто избиение младенцев. Дальше. А деньги давать будут. Ну, не может Европа сразу отказаться от Украины. Как? Еще раз, это проект, потому что должна идти война, да? Иначе вы самому обывателю не объясните вообще смысл существования евродемократии и НАТО. Столько денег угробить, столько поясов затянуть. И типа все сказать этого нет. Мы проиграли войну. Так не работает. Россия это раздражитель. Это враг, вокруг которого Евросоюз объединяется, именно бюрократию. Это единственная объединяющая сила сейчас и НАТО, и евробюрократия. Другой нет. И как как прекратить войну? Никак. И нельзя признать себя проигравшим. Выходит материал в Политико. Интересный. Причем уже так они зачастили. Они уже там, западники, там, они уже писали о том, какой злой Ермак. Пишет, в общем, что украинский чиновник, которого в Вашингтоне терпеть не могут. Значит, массу негатива, говорят, вызвал во время недавнего визита в Вашингтон. Американской столицей Ермака называют редким случаем консенсуса, и среди демократов, и среди республиканцев к нему очень много недовольства накопилось в связи с его поведением. Многие в Вашингтоне считают, что он не осведомлен о политике США, резок, требователен к американским чиновникам и в целом не в состоянии разобраться во внутренней работе вашингтонского истеблишмента на Капитолийском холме. Это я цитирую издание. Некоторые также обеспокоены тем, что он не точно донес позиции США до руководства Украины. Ну и понятно, что там с трудом организовывались встречи. Джей Ди Венс вообще не ответил на запрос о встрече. Рубио был в последний момент, да, то есть отменили, да, и потом его как бы еще глава аппарата отменила встречу. В общем, какая-то такая чехарда была. Очень плохой получился визит, причем этот визит мало был описан. Ну, там, встретился с какими-то сенаторами, брифинг дал, Рубио в коридорчике, ну, вот такое. Ну, обнял Келлога, да, ну, вот, собственно, и все. Ну, и вот этот скепсис, он как бы проявляется сейчас, в общем, кажется, что американцы начинают какую-то кампанию по, ну, если не смене, то, давайте так, не теплой ванной для офиса Зеленского и самого Зеленского. Сегодня считающийся другом, ближайший человек, это вообще уникальный случай, такого не было, вице-премьер Украины Чернышов, министр, который отвечает за воссоединение, ну, с украинцами, которые уехали, ну, все понятно говорят. Сам, что ли, не вернулся? Да! То есть... Крысы начали бежать. То есть, понимаете, отъединился министр единения. Это сейчас всячески там гасят, но причина в чем? Причина в том, что его начали как бы ловить, да, его окружение, американская контора НАБУ в Украине, антикоррупционное бюро. Там хоть какого главного не ставь. С другой стороны, я не знаю, насколько это правда, по-моему, вы лучше, конечно, знаете. Зеленский, что ли, заявил, что вот, после аудита с нас сняли все типа обвинения. Не знаю, правда, неправда. Ну да, было сообщение, проходило, что они ничего не нашли, все хорошо, вся помощь военная расходовалась как надо. Это было такое сообщение, действительно. Но американцы, похоже, идут немножко другим путем.
Не, ну Будет, у них на всех есть папочки, да, будет ли и Америка снимать, ну, если не Зеленского, то Ермака? слушайте, вот у них есть папочки, да, вот это вот клиентела вся британская. Вот, скажем так, вот как я себе представляю Америку? Америка это, скажем так, э, это силовая часть западной колониальной империи, там, Британской империи, условно говоря. Поскольку она под себя всю Европу подмяла, но тем не менее. Это силовая часть. В Америке тоже есть свои интересы, потому что они начинают, вот элиты, понимать, что их просто используют слепую, неоконов, как дурачков. И это стоит Америке огромных денег. Все вот эти базы, которые в мире, это стоит огромных денег. Денег у них теперь уже не особо много нет. Надо экономить. И во-вторых, кроме проблем, и эта позиция ничего не приносит. Потому что, еще раз, эти пробросы, которые были у Рубио, да, в самом начале президентства Трампа, о том, что ну, мы не можем выполнять роль мирового полицейского, многополярный мир, бла-бла-бла-бла. Потом вот эта непонятная речь, которую зачитал Трамп по 2 телепромптам у саудитов. Меня ж правда на слезу пробило. Думаю, он кто-то как-то классно написал, потому что явно мужик читает не в своем темпе, слишком медленно шел текст. Потом были фотографии, на которых видно 2 прозрачных телепромпта. И он так, как Байден. А, а. Кто-то этот написал, значит, такую правильную, вот, прочувственную речь. И Трамп согласился ее зачитать. То есть, когда президент что-то зачитывает, это можно считать, ну, почти что программный документ. Но все их действия, они идут абсолютно в русле неоконов. Вообще, я начинаю подозревать, что на Трампа что-то там накопали такое мощное. Потому что, судя по всему, президентство уже все можно считать законченным. Во-первых, ему нужно протолкнуть большой прекрасный Биль. Поэтому я думаю, сейчас все вот эти игры с Натаньяху, это одна из версий. Все эти игры с Натаньяху уйдут, потому что ну, нужны все голоса, которые есть. А пока что под контролем Айпак, то есть неоконов, ну, наверное, голосов будет побольше, чем потеря голосов из-за позиции, возможно, в начале войны в Иране. А тут он, наверное, пытается, его окружение, вернее, его команда, они пытаются и сделать так, чтобы вроде бы и не отказываем Натаньяху, но, с другой стороны, и войну не начинаем. Но, правда, голосование будет... ну да, да, да. До 4 июля должны его Ну, вот эти проголосовать. 2 недели, пожалуйста. Да, 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 да. Вот, да, все совпадает. Я думаю, именно это сейчас является драйвером. Вопрос в том, как они будут убеждать Иран не продолжать ракетные обстрелы Израиля. Потому что Иран, вот, ну, он почувствовал кровь, все, что, надо добивать. Зеленский, Добивать. мы в прямом эфире сейчас, друзья, 21:01. Зеленский заявил, что войну нужно закончить до конца президентского срока Трампа. Я очень Ну да. рассчитываю на его помощь. Напомним, что конец срока Трампа – это 20 января 29 года. А как раз сразу после этого, согласно данным немецкой разведки, немецких политиков, Россия нападает на НАТО. Все сходится. Вообще мы от Зеленского слышим такие очень интересные вещи, пространные. То он говорит о том, что его сын 12-летний там еще повоюет, то есть это через 6 лет будет что-то Ну, наверное, он продолжаться. говорит о том, что вот сейчас все, мы тут по линии фронта заморозим, русские такие дураки снова на что-то поведутся, за это время мы накончаемся оружием, там все хохлы вдруг сразу станут страшными патриотами и снова захотят воевать. И лет через 5, через 6 мы снова, ну, уже в составе НАТО, разумеется, пойдем воевать с русскими. Нет, ну, По-моему, анализировать Зеленского, как анализировать Трампа. не, То же я не пытаюсь анализировать, я пытаюсь вот понять, ну как бы, он рассчитывает на очень долгую перспективу вот этой войне. Путин заявляет о том, что он готов встречаться с Зеленским, Ну подписывать да. ничего не готов, потому что Встречаться, да, что.
Так, а кто Потому подпишет? что он нелегитимный. Зачем-то встречаться. Понимаете, да? Нет, подписывать не готов. Встречаться, пожалуйста. Смысл-то встречи. Когда в то же время Путин и Песков, там, и все говорят, какой смысл встречаться с президентом, с кем-то, когда никаких документов нет, не готово, и никакой проработки вопроса нет. Ну, хорошо, вы приготовите документы, вы проработаете вопрос с украинской делегацией, скажем. Смысл встречаться, когда этот человек, ты все равно говоришь, что его он подписывать не может. Что за бред вообще? Зачем он говорит это? Еще раз, я перестал все это анализировать, это бредятина, но вот же элементарное логическое противоречие. Готов встречаться, но подпись не признаю. Просто в глаза, что ли, посмотреть? Ну, что за бред? Как заканчивать войну? Вот вы всегда, смотрите, вы всегда играете в наших с вами разговорах на, ну, условно, там, темными этими шашечками. Да? Я темная сторона Да, силы. я пытаюсь играть белыми. Давайте как бы поменяем доску, развернем. То есть, если бы Димура сейчас как бы ну, давал бы какую-то дорожную карту, как закончить войну. Ну как, берется весь юго-восток Украины, возможно, Киев, остальное там часть себе берут поляки. Ну, тот план, который озвучился 3 года назад. Часть берут венгры, остается какой-то обрубок западенский где-нибудь там, который должен что-то подписать. Ну, и будет такое вот государство Украина останется в границах, там, не знаю, 21-22 года. По большому счету, вот так вот война и закончится, У капитуляция. нас интересный сегодня пост написала депутат Безугла, ну, своеобразный депутат, Леди Би мы ее называем. Говорит, что Я ее безмозглой называю. распадется Украина на несколько марионеток, государств-марионеток. Ну, то есть... Не, ну часть, нет, ну, это нам насмотрелся на тех же ваших эфиров там про типа гуляй поле и тому подобное. Что вот у власти нет, там у вас такие эксперты выступают, что думаешь, мамра. Ну вот, я думаю, что вот так и закончится, потому что вот, ну, если так вот посмотреть, что, в принципе, не особо ненавидит, скажем так, русских на генетическом уровне. Ну, это вот восточная часть Украины, что до Днепра. Ну, Киев там можно еще почистить, да. Дальше лезть не надо. Там уже начинается реальная шиза. И забрать, разумеется, все, что вокруг, все вокруг побережья Черного моря, Николаев, Одессу, чтобы получить в том числе и выход на Приднестровье. Дальше нахрен лезть. Там тут же поляки, как уже, скажем так, они не раз намекали, венгры. Вот они пусть с этим разбираются. Вот пусть они с этим разбираются. Нам туда лезть не надо, я считаю. Киев, Путин, мать родов русских, ну, да. как вы считаете, Путин отомстил за операцию «Паутина»? Все уже? Нет, 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 нет. Да он и никогда не отомстит. Сейчас поменялась, я так чувствую, поменялась концепция. Да? Есть такой анекдот тоже про наших депутатов. Концепция поменялась. А именно из СВО, поскольку они там немножко помешаны на легальности всего и вся, знаете, что там Комар что-то не подточил, то ли жало, то ли еще чего. То теперь они это все, суть по всему, меняют на контртеррористическую операцию. Разница, судя по всему, ну, я могу только догадываться, да, потому что я смотрю по тому, какие цели поражаются и как это все идет изо дня в день. Это значит, расширяется список целей, это расширяются полномочия военных, скажем так, армия становится менее чувствительна к сопутствующим потерям, ну и, соответственно, возможно, даже, наверное, устранение командного состава выше. И вот пока что вот оно идет. А что это за ответ? Ну, вообще, вы знаете, вот наконец-то через 3 года войны мы стали делать обычную боевую работу. ВКС стали делать обычную боевую работу, которую должны были делать. Это что, ответ? Ну, может быть, кремлевский ответ. Для меня это, ну, наконец-то вы стали что-то делать.
Не Прошел, раз, знаете, там вот нас обидели, нас снова надули, вот мы сейчас ответим. А изо дня в день обычная боевая работа. прошел слух, ну такой, что, ну это периодически бывает, оно так возникает в российском сегменте, причем как это, а, как бы там, кум или там двоюродный брат родственника работает в военкомате в российском, и, в общем, там готовятся к мобилизации. Мол, какой-то большой. То ли под эгидой чего-то там такого страшного наступления, то ли под эгидой Третьей мировой войны и событий, которые вот начались на Ближнем Востоке уже. То есть это фактически свежее, там пару дней информация доносится, что готовят какие-то большие списки большого мобилизационного мероприятия, Резерв. да, в Российской Ну, Федерации. резервы, да. Что вы об этом думаете? Будет ли мобилизация в Ну, Российской скажем Федерации? так, после того, как все эти зетовцы, как я их теперь называю, долго и радостно хоронили Иран, понятно, откуда там растут ноги, и я их просто перестал читать и обращать внимание, что они нам пишут. Я могу только подозревать, да. Наверное, кто-то высоко вдруг озаботился тем, что, ну ладно, к концу года у нас там будет миллионная армия. Но нам же еще нужен резерв. И непонятно, что будет происходить дальше. Я думаю, что сейчас этот резерв будут создавать путем как раз вот не столько даже мобилизации, а ну, призыва там на обучение, еще что-нибудь, может, даже будет пропускать через военные операции на Украине. Ну, будут создавать некий такой мобилизационный резерв, который будет действительно мобилизационным резервом, а не то, что у нас было. Так а зачем захватывать Прибалтику? Да нет, я думаю, это будет еще раз. Ну, такие вещи нужно иметь, потому что если начнется действительно война, там, предположительно, с Европой. Ну, еще раз, понимаете, когда начинаются такие вещи, это значит, э, объявленные и назначенные ответственные, кто будет следить за финансовым потоком. Это, как, знаете, учение гражданской обороны по всей стране. Ух, Кит Келлог я все тоже. едет к Лукашенко. Ой, какой неожиданный визит. Зачем Дело? хорошим? Да, в Не Минск прям. знаю, не знаю. Все как Наверное, так. почву прощупывать, насколько устойчив Лукашенко, не замутить ли там смену режима. Нет, серьезно не знаю, да. Вообще как-то мы Виткофа потеряли, Ну, Келлог. Витков сейчас, как-то, я думаю, я не знаю, сыграли его вот в темную с этими иранскими переговорами, что-то отвлекать их внимание и, скажем так, успокаивать. Я думаю, что если его сыграли в темную, то он, может, вообще из команды Трампа уйдет. Если он был частью этой аферы, ну, смысл с ним разговаривать? Смысл, какой смысл? Он все, он, в принципе, для иранцев потерян, да и, в общем, в принципе, для любого здравомыслящего человека потерян, как переговорщик, в принципе. Потому что его слова ничего не значат. Договоренность с ним ничего не значит. Но я думаю, что кремлевские будут продолжать с ним разговаривать. Да, друзья, вижу, чат радуется надписи на футболке Димуры AC/DC. Это Да, хорошо. А, люблю. Давайте подведем итоги нашего опроса. Пойдет ли режим аятоллы в Иране? А, Ну, такой разнобойчик, ну, в принципе, понятно. 13% считают, что да, Израиль своего добьется. 15% режим нет, но сам Хаминеи не жилец. Вполне возможно, да. 30% нет, только укрепится режим аятоллы в Иране. И 42% считают, что пойдет Биби в Израиле. Ну, у вас 72%, почти как у Зеленского во втором туре. Потому что вы Должно быть 86. Ну да. Вы, Лукашенко 86. вы на 2 А как бы если ставили. уж совсем уже добавить халяльности, то будет 144. Это да. Значит, вот такие результаты мы получили. Друзья, спасибо большое, что ставите лайки, что подписываетесь. Перейдем к вашим вопросам.
прямо и непосредственно. Вопрос из клуба зрителей. Степан Геннадьевич, вопрос не обязательно может быть короткий, ответ тоже. Но Я стараемся понял. держаться, так сказать, в ритме. Значит, пользователь. Степан Геннадьевич, как на ваш взгляд наиболее эффективным образом себя должна вести Россия в отношении конфликта между Израилем и Ираном? С одной стороны, Иран здорово помог России в ходе из СВО и является стратегическим партнером. Кроме того, Путин четко занял позицию Ирана публично. С другой стороны, эта заварушка отвлекает внимание врагов России от Украины. И на фоне Израиля имидж Российской Федерации типа улучшается на глазах даже самых упоротых либералов и прочих толерастов, лицемерных. Достаточно сравнить манеру ведения боевых действий России и Израиля. Имею в виду, исходя из изложенного выше, что для России как будто выгодно продолжение этого ближневосточного конфликта. Что думаете по этому поводу и сколько времени даете кровавому сионистскому лидеру? Спасибо за ответ, пользователь В. Я думаю, что выгодно, скажем так, продолжение конфликта, но такое, которое не наносит существенного ущерба Ирану. А с другой стороны, если вы посмотрите, Кремль, на мой взгляд, занял достаточно такую взвешенную позицию по отношению к израильско-иранской войне, чтобы, скажем так, ну, особо не раздражать старенького дедушку Трампа. Всячески показывал. Тут Путин даже он предложил свои услуги посредника. Вот. Поэтому так, ну, с Трампом еще раз, это вот как любой психиатр-профессионал, особенно клинический, он нам всегда расскажет и скажет, как нужно общаться с душевно больными. Нужно всегда играть в их игру. То есть не надо им перечь. Нужно вот видите особенности, скажем так, специфические особенности психики, характера. Играйте в его игру и добивайтесь своего. А касательно помощи Ирана, ну, а кто знает, что там в этих самолетах? Сколько у нас транспортников, они шли так караванами до начала всего этого. Кто знает, что в китайских транспортниках? Кто знает, что там идет через границу Пакистана, что и откуда? Никто же не знает. Ну, как? Могут догадываться, спецслужбы могут получать информацию. Но, слушайте, с такими режимами вообще в такой ситуации надо, думаю, быть очень вежливым, но делать свое дело. Владимир Галяченко. Значит, вам не кажется, что швабовщина уже была в нашей истории в таком легком режиме? Ведь в СССР не было частной собственности, все принадлежало государству. У людей ничего не было, но они были счастливы. Даже квартиры, которые государство давало, люди были там не собственниками, а арендаторами. Хотя случаев, когда выгоняли из квартиры, не помню. А недавно видел ролик со Швабом и не поверил. У него сзади на полке был бюст Ленина. Камала Харрис, Да. дочка человека, который является ярым марксистом. Мы что нас ждет? Мы возвращаемся в СССР, только уже более в жестком режиме, с цифровыми деньгами, тотальным контролем, видеокамерами на каждом углу и другое. Что их тянет на эту идеологию постоянно? Может, дело советских коммунистов все-таки доведут до завершения капиталисты и Ну, транснационалы? да, советские коммунисты, они были членами определенного интернационала, и в основном были, скажем так, специфической гаплогруппы. Вот. И если вы посмотрите, кто стоит за вот этими швабами, Шваб сам однажды проговорил, что он всего лишь площадка римского клуба, глобалисты. То есть тот же интернационал, который был. Никуда он не уходил. Цель всегда была одна – контроль популяции. Есть среди равных, есть более равные, да, как написано в Animal Farm, как по-русски там было, ну, животная ферма, по-моему. Поэтому все то же самое, просто, скажем так, частная собственность, она, может быть, будет, но в неком обрезанном виде. А так, в принципе, мировое правительство. У нас тоже, помните, были идеи такие великие, особенно Троцкого, перманентная революция, Мгм. чтобы подчинить весь мир. Потом были мудрые идеи товарища Сталина о том, что, ну, Европа типа не готова принять социализм и коммунизм, поэтому там нужна мощнейшая война, против которой
после которой в разрушенной Европе люди примут любой строй и будут готовы к некой новой форме власти. Ничего не меняется, идеология одна и та же левацкая. М, г- Все г- это еще раз заканчивается, когда заканчиваются чужие деньги. а, ста- Они- Василий из Одессы. Степан Геннадьевич, допустим, как вы утверждаете, Трамп дурак. Таки дурак, Он не и дурак, нет, он не дурак, нет, он просто синильный. я соглашусь с вами касательно бушующего Нобелевского лауреата. Но вы и многие другие спикеры на канале Шелест много говорили о так называемом глубинном государстве в США. Во всех происходящих ныне геополитических процессах в мире очень плотненько участвуют, влияет на события в США, и ситуация настолько накалилась, что вполне возможно в любой момент к нам может постучаться капец. Степан, так успокойте меня и скажите, что Трамп дурак, а глубинного государства нет. Оно есть, значит, как вот я себе представляю глубинное государство. Британская империя никуда не девалась. Она просто трансформировалась в такую, я называю, западную империю. США это всего лишь, знаете, такой вышибало в этой империи. Как империя следит за порядком в США и контролирует США посредством вот так interagency. Этой, это, как правильно перевести, внутреннего агентства. Что это такое? Есть законодательная, есть исполнительная форма власти США. Это Конгресс и президент. Но на самом деле штатами управляют агентства. Потому что они выпускают регуляции, они выпускают подзаконные акты и тому подобное. ЦРУ, например, одно из них. Пентагон, одно из них. И прочие вещи. У них есть свои интересы, и неоконы в свое время очень хорошо проникли в демократическую партию и в республиканскую партию. Ребята сидят, их все устраивает. Довольствие, все хорошо, все прекрасно, карьерный рост. Надо только выполнять то, что те, скажем так, указивки, которые приходят из центра принятия решений. Соответственно, как кто-то начинает пытаться все это менять, что-то выводить там на свет белый, ну, это воспринимается не очень, потому что это уже мощная бюрократия. А чтобы вы понимали, как вот британцы управляют страной, вообще миром пытаются, да, они пытаются восстановить империю. Как ни парадоксально. Фантомный, более не фантомный, но это нам так и есть, они всем управляют очень просто, потому что, по-моему, в 92 году, что ли, не знаю, уже запамятовал, кто-то из британских политиков тогда сказал такую вещь, что мы типа наносим удары, которые относятся к значительно более тяжелому весу. У них же бокс популярен. Вот они и наносят эти удары вот посредством некоммерческих организаций, посредством сменов режимов и тому подобное. Ну, еще раз, американцы – это их вышибало. Но Людмила. вышибало все должно быть под контролем. Если уж вы уж совсем хотите пойти чуть дальше посмотреть, то я думаю, что вот то, что сейчас происходит в Калифорнии, и вообще вот там Калифорния, Орегон, Техас, там такая, знаете, мутная какая-то тема пошла на отделение, возникает и тому подобное, что сейчас Калифорния. Но это стандартная практика, кстати, Британской империи, вот, будем так называть уже не Британской, но Западной империи, а это балканизация всего и вся. Ну, Смена вот, сейчас уже говорят украинизация некоторые, да. ну, нет, еще раз. Балканизация предусматривает расчленение объекта по каким-то этническим признакам. Балканизация предполагалась России. Сейчас, между прочим, уже в открытую говорят, что предполагается, по-моему, даже еврейцы тут проговорились, балканизация Ирана. То есть смена режима, балканизация Ирана. Потому что персы, если не ошибаюсь, всего 50% населения. Ну, вот там вот Там много еще Людмила кого живет. задает, кстати, вопрос. Три части. Правда, что распадется на Курдистан, Южный Азербайджан и оставшийся Иран? Ну, есть, да, вот как раз британский план, да. Балканизация после смены власти, смены режима. То же Вопрос. самое, кстати, с Китаем тоже были попытки. Вот тогда Китай зачистил весь этот соросятник.
А сейчас там тоже, вот я посмотрел, так все эти зетовские аналитики пишут, и запад раздрай в Генштабе Китая, раздрай. Так и пишут, да? Один генерал, который три месяца назад, что ли, типа исчез из поля вида, сейчас его оттуда выкинули. Ребятки, это был последний генерал вот того режима предыдущего генсека Соросенок. Значит, Петр Скоморохов, Степан Геннадьевич, сегодня в израильских и мировых медиа муссируются кадры якобы попадания иранской ракеты в больницу. Это сподвигло меня на вопрос, может ли Израиль разыграть свою бучу? Не, Буча здесь же не попрет. Еще раз. Если вы походите по интернету, да, вот по другим сегментам, вы увидите, что сейчас самое популярное и любимое зрелище в мире – это вечерние обстрелы Израиля. И вы себе не поверите, сколько лайков и сколько радости у людей, когда они видят, например, кварталы того же Тель-Авива или Хайфа, которые хоть как-то напоминают Газу. Поэтому они там могут обучиваться. Это ни у кого никаких эмоций не вызовет. Мгм. А, Слишком много напортачили. Дима, Потому что, вот еще раз, вот Израиль сделал одну страшную ошибку, которую вы прикончите уже практически. Именно. После войны, с момента образования Второй мировой, с момента образования Израиля была бизнес-модель Холокоста, то есть бизнес-модель жертвы. Вот своими действиями в Газе Израиль эту бизнес-модель похоронил. Другой нет и не будет. Вот в чем проблема, по большому счету. Дима спрашивает, уточните, пожалуйста, как он относится к теории молодого о захвате власти спецслужбами и считает ли он, что это событие в Иране– это репетиция нападения на Россию, которая может последовать следующим? Ну, что-то молодого понесло. Наверное, молодой не знал, что там есть КСИР, и КСИР все контролирует. Но в Иране есть, как и в Советском Союзе, условно говоря, баланс власти. Это клерики, и у нас было, что в Советском Союзе, КГБ и эти самые партии. Там клерики и КСИР. КСИР контролирует вообще вот вся вертикаль власти, как в России на ФСБ, в Украине на СБУ, вот она на них держится. Это один из столпов власти. Но решение всегда за верховным айталой. Все. Поэтому, ну, что-то я начитался, насмотрелся, не того. Бывает. Мгм. Добрый вечер. Иран в свое время передал технологию шахеда в России. Вернет ли Россия должок и какую технологию, которая сможет повлиять на конфликт, может передать Россия в Иран? Спасибо, Дмитрий. Не только Шахедов, но и УПМК. Да, не стоит забывать. Это иранская разработка. Идея была. Как разработка. Просто передали. А, ну, мы, во-первых, передали некоторые ноу-хау и, скажем так, принципы работы ПВО, радаров. Поэтому у них все нормально. У них своя ПВО производство. Причем ребята мудрые, они все время отказались, как сказал Путин, от предложения Путина сделать совместно ПВО, потому что они уже были научены историей, во-первых, с комплексами С-400, а во-вторых, с тем, что от некоторых видов вооружений, которые мы передавали, продавали Ирану, определенные комбинации ключей мы передавали Израилю. Что мы им еще передали, если вы посмотрите найдете фотографии последних версий иранских сверхзвуковых противокорабельных ракет, то вы увидите там очень характерную маршевую ступень с двигателем ПВРД, которая очень сильно напоминает российские сверхзвуковые противокорабельные ракеты. Головная часть иранская, этот их уже вот такой мощный, закрепляющийся прекрасный гиперзвук. А маршевая часть с двигателем ПВРД, она как раз российская, например. Много чего там еще передали. Ну и там Я думаю, отдельная. что мы им передаем и Китай, и мы передаем им информацию с наших орбитальных группировок. Так что там все нормально у них с этим.
Отдельно уже запели, что Орешник, у них есть свой. Вот слушайте, следите, вот сейчас, правда, что-то израильтяне пытаются лишить мир этого шоу, да, все там запретили снимать. Но, по-моему, позавчера были очень характерные прилеты. А именно, вот если вы обратите внимание, там просто 3 болванки шли вот прямо один в один. Такого не бывает, если у вас только что не было разделения головной части. Мгм. То есть, вот он, пожалуйста, гиперзвуковой свой вариант орешника есть. Можно называть его там, боярышник, стекломойка. Ну, там как-то он Свой называется вариант. по их, не Да. скажу как. А то, что там конкретный гиперзвук летит, это тоже очень хорошо видно по прилетам израильским, потому что все, что увидите такую раскаленную до такого оранжевого цвета болванку пролетающую. Это гиперзвук. И то, что она начинает ускоряться перед проходом ПВО, это тоже хорошо видно. У них с этой технологией все в порядке. Сделали они это сами, между прочим, в условиях санкций. Потому что на Западе и среди, скажем так, патриотической тусовки в России тоже присутствует такое впечатление, особенно на Западе, на самом деле, что это, ну, это почти как йеменцы, почти как хуситы. Чуть ли там уже не в тапках ходят. Ну, ребятки, персы они такие хитрые. Степан Геннадьевич, значит, вопрос от Виталия. Действительно, Зеленский и Трамп жутко похожи. Оба, по сути, артисты разговорного жанра и мемной эквилибристики. Обоих во власть привели похожие спонсоры под знаменами «больше никаких войн». Обоих позже прогибают глобалисты, и войны разгораются еще сильнее. От обоих начали убегать сторонники, соратники имеется в виду, с тех, с кем они пришли. Так что же общего их ждет в итоге? Заранее спасибо за ответ. Я думаю, что с Трампом будет все хорошо, он спокойно живет свои годы на пенсии. А по поводу Зеленского не уверен. И его семьи тоже не уверен. Ну, вся разница. Кристина Мина. Добрый вечер всем. Вопрос. Степан Геннадьевич, фармацевтические компании заработали миллиарды во время ковида. ВПК то же самое сейчас. Настала очередь производителей, связанных с продуктами. Делаю выводы по вложениям одного из главных упырей мира, по Билли Гейтсу. Спасибо большое вам за работу. Не факт, что Билли Гейтс скупает все эти земли сельскохозяйственные, чтобы что-то производить. Потому что, например, на тех землях, которые он скупил в США, они уничтожали скот, который там был. Если я не ошибаюсь, по-моему, Билл Гейтс сейчас является одним из крупнейших землевладельцев в США частных. Да. Поэтому, я думаю, эти на самом деле сельхозземли, он же не один скупает. Они скупались для того, чтобы вывести их из оборота. Это не о продуктах, это, я думаю, о другом. Деминян, какова вероятность, что при плохом исходе для нынешнего Израиля новый организуют на территории Украины? Нулевая. Это все бред. Я думал, что короче, значит, в конце 2011 года вышла статья израильских популяционных генетиков, где они анализировали 2 гипотезы происхождения ашкеназов. Первая гипотеза – это рейнская гипотеза, которая утверждает, что вот когда-то там якобы был какой-то исход, и вот какие-то отдельные там, да нет, не колена, короче, племена попали сначала в Южную Европу, потом вот так вот все это шло, и, короче, остановились они на берегах Рейна, плодились там как кролики, и в результате доплодились там до каких-то миллионных размеров. Очень милая теория такая, да, поэтому они все белые. Вторая теория – это то, что ашкеназы, то есть белые евреи, это потомки тех евреев, которые жили на территории мифического хазарского каганата. Хазарская теория. Ну, хазаряне есть такой народ, действительно. Живут они, часть из них живет в горах Ирана.
голубоглазые, в основном светлокожие. Там одна проблема, у них арийская гаплогруппа. Мифический хазарский Каганат, он... Почему мифический? Потому что он был такой мощный и великий, что после себя ничего не оставил. Ни письменности, ни культуры. И мы о нем знаем только о письмах там Гимпельсона кому-то. Ну, не суть важно. И вот они, это популяционные генетики, они исследовали огромные массы э, генетического материала, взятого у ашкеназов, и начали сравнивать с тем, что есть уже в генетических обзорах, которые, в общем, по всей Земле уже достаточно давно сделаны. И они выяснили, что рейнские гипотезы – это чушь собачья, а ашкеназы являются как раз их ближайшими родственниками генетическими являются азербайджанцы, чеченцы и дагестанцы. О как! То есть тюрки обыкновенные, грубо говоря. Я тогда пошутил, так думаю, ну, пошутил. Говорю, еврейские генетики никогда ничего просто так не делают. Поэтому наверняка это, поскольку Крым входил, и юг Украины входил в состав казахского ганата, юго-восток, это пошутил, что вот, ну, это не готовит почву, такое фундаментальное теологическое, в том числе, обоснование, чтобы из Израиля евреев переселить туда. Ну, я подумал, что ну, я эту бульку запустил, но люди всерьез воспринимают. Нет, потом оказалось, что там еще раньше какая-то то ли Карамурза, то ли там Гулуп, или еще кто-то что-то начал все это мутить. Но это бред по одной простой причине. Если бы эти люди знали историю образования государства Израиль, а эта история началась с Ротшильдов, сионистов, лорда Белфура и так далее, то вот эта обетованная земля, она была образована с одной целью – быть ЧВК, колониальной администрацией или форпостом Британской империи на тот момент, дальше Западной империи, во враждебном арабском окружении. Мгм. Все. Все остальное, ну, сказки раввинов там и тому подобное. Поэтому, если нет больше или нет мочи больше быть там, то смысл существования обетованной земли с точки зрения ее существования и обоснования существования пропадает. Все очень просто. Ну вот Мася спрашивает, вы можете по-простому, как вы умеете, объяснить, почему Британия изначально была против создания государства Израиль, а сейчас Они всячески не были, пытается его они, уничтожить? они не были против. Там история такая, что, э, по-моему, Натан Ротшильд, он был близок в свое время с лордом Белфуром. Лорд Белфур был министром иностранных дел Великобритании. Палестина была британским протекторатом. И поскольку сионизм создавали и финансировали Ротшильды, соответственно, они считаются создателями, праотцами государства Израиль, им нужна была земля. Но Ротшильды смотрели на несколько, в то время они были способны это делать. Им был контроль над Аравией, над Ближним Востоком, потому что там и Суэцкий канал, там все на свете. Да, нефть тогда, ну, нефть уже, по-моему, там уже нашли какую-то нефть, небольшое количество. Им нужен был контроль. Поэтому он это открыто говорил, что вот это, по-моему, есть даже... Где же это читал-то? По-моему, в воспоминаниях как раз лорда Белфора. Что да, вот нам это нужно, мы там создадим типа землю обетованную, но это должны быть люди с определенным, с определенным, с определенной идеологией. То есть мы типа богоизбранный народ, это наша земля, а тут мы всех будем мочить без зазрения совести. Ну, в общем-то, вся история государства Израиль. И дошло до того, что немецкая ветвь Ротшильдов пообещала британцам, что они втянут Америку в Первую мировую войну против Германии, немецкая ветвь, в обмен на то, что британцы дадут Палестину. Мгм. Отсюда название Белфорские соглашения. Соглашение заключили, по рукам ударили, втянули американцев в войну, немцы проиграли.
Британия выиграла, но кинула. Но, тем не менее, создаются там уже поселения, боевые отряды в начале 20-х годов в Палестине. И все там начинается. А, Практически занимались терроризмом. Тот же Бегин был одним из главарей террористического образования, которое после войны вырезали и уничтожили британский госпиталь военный. В результате железная леди никогда ему рук не подавал. Я имею в виду Маргарет Тэтчер. Своим, по большому счету, созданием и первыми годами существования государства Израиль обрезан товарищ Сталин. Между прочим, потому Ну, что он... сейчас израильтяне называют это жуткой российской пропагандой. Ну, посмотреть, ну, израильтянам верить. Потому что посылалось тех, хорошо, тогда можно спросить израильтян, дорогие израильтяне, вот у вас есть тяжелые броневики. Объясните мне, пожалуйста, почему они все созданы на базе танков Т-55, на шасси этого танка? Пусть объясняют. Вот этих тяжелых бронетранспортеров Т-55. Вот краткая история. Потом туда вписались после уже Вьетнамской войны американцы очень сильно. По одной простой причине, что они отжимали у Британии колонии. И они у них начали отжимать Ближний Восток. Но, разумеется, после Вьетнамской войны посылать куда-либо какую армию, ну, это было бы политическим самоубийством. Поэтому они условно отжали контроль над Израилем и стали всячески поддерживать, чтобы не посылать туда армию. Вот и все. Да, значит, давайте несколько вопросов из чата. Степан Кика спрашивает, в чем разница между договорами Северной Кореи и Ирана, которые заключены с Россией? Нет, ну, в Северной Корее там предусматривается помощь в случае нападения, а в договоре с Ираном, если не ошибаюсь, там всего лишь упоминается 51-й пункт Хартии ООН, который предусматривает коллективную защиту в случае нападения, неспровоцированного нападения на страну. Все разница. Мгм. Скажите, будет ли война в Ливане? Саша, задай, пожалуйста, этот вопрос Димуре, Имеется в Светлана. виду Хазбаллы с новым правительством, которое там посадили. Если это, ну, не знаю. А то, что еврейцы больше на Хизбаллу пока не полезут, это точно. Один раз слазили, получили по морде. Больше пока не лезут и не полезут в ближайшее время. Ну, а что они считают, что сейчас вот на Иран они дожмут с помощью США, без Ирана Хизбалла это ничто. Соответственно, сначала давайте, вот поскольку у нас там якобы какое-то перемирие, которое еврейцы постоянно нарушают с Хизбаллой, а и с Ливаном, кстати, тоже подписанное. Мы сейчас вот разберемся с Ираном, а потом уже Хизбаллу додаем. Посмотрим. Мгм. Антон Несмеянов. Господин Шелест, спросите гостя, если бы господин Димура строил государство, война ведь самый необходимый институт. Это бред какой-то, Симка был. Объясните. Ну, Ну, для чего нужна война? Война – это продолжение политики другими средствами. Соответственно, если вы не можете что-то решить политическими вопросами, вам нужно расширение рынков и тому подобное, рынков сбыта, вы начинаете войну. Почему вам нужно расширение рынков сбыта? Ну, потому что есть судный процент, по большому счету, в системе. А если судного процента в системе нет, то нафига воевать? И все, и так будет хорошо с экономикой. мгм. Так, тут пишут, что иранской цивилизации 5200 лет, Персия, Иран старше Библии. Ну, как бы так реагируют на, собственно, ну, ваш рассказ, да, про происхождение ашкеназов люди много. Ну, опять же, это еще раз, вот это исследование израильских популяционных генетиков. Вы можете, оно было опубликовано, оно было в очень престижном журнале, соответственно, прошло ревизию коллег. И, скажем так, не доверять ему у меня вопросов нет.
И много, вот после того, как я с этим ознакомился, многие, скажем так, вопросы, которые у меня оставались по поводу вот специфической схожести, скажем так, ашкеназов и кавказских народов, они отпали. Ирак даст пройти армии Ирана, спрашивает пользователь Кит. Да какая, никто никуда не пойдет. Вы что? То есть армия Ирана тоже не пойдет? Но у них на самом деле сухопутная армия не такая же большая. И зачем им это нужно? Иран за свою историю существования, там, за последние лет 300, наверное, вообще ни на кого не нападал. А последнюю суровую войну они вели с Ираком. Причем Ирак поддерживали и США, и Советский Союз, и Россия. И Советский Союз, да, и Россия уже тогда тоже поддерживали Ирак. Сергей интересуется, почему Чубайс под санкциями Канады? Чем он им не угодил? Не знаю. Нет. В душе не интересует меня. Ой. Значит, да, друзья, всем большое спасибо. Тут, конечно, комментарии, ну, в стиле, я люблю все-таки нашу аудиторию с вами, такая очень, очень уж такая Заводная. дерзкая, да, шебутная, дерзкая. А, Да, это чем же Израиль помог в СВО, спрашивают. Ну, тут такие какие-то. Израиль. Иран, речь об Иране. Может быть, А у ПМК Герань что, мало что ли? сколько F-35 потерял Израиль, спрашивает Александр у вас. По последней информации, что у меня есть 4. Нет, это реально или искусственный интеллект? Нет, я не говорю про эти. Это. Вот эти вот. Покажите мне картинки. Я их называю правдоискатели. Ха-ха-ха, какие смешные картинки. Ребятки, а почему вы не посмотрели, какое информационное иранское агентство публиковало эти картинки? Посмотрите, найдите, что это вообще за информационное агентство, откуда они берутся. А так 4. Ну, просто интересовался вопросом, спросил. Все. Мгм. Влад, не могу поверить, что если США впишутся за Израиль, то Иран выстоит. Может еще пару аргументов от Димуры? Ну, у Ирана будет нанесен существенный урон. ПВО подавит, наверное, полностью, рано или поздно. Вопрос в том, какие будут потери США и смогут ли они эти потери переварить. Ответ – нет. Потому что я думаю, что 2 авианосца они потеряют точно. Все, что у них есть на базах вокруг Ирана, они это потеряют. Им это нужно. Они оттуда вылетят как пробка просто. Получат высочайшие цены на нефть и тому подобное. Ну, Ирану так придется не сладко. Но еще раз, что могут сделать США с ядерной программой Ирана? Ответ – ничего. Почему? Потому что максимум, что было у израильтян, это то, что могут поднять 35-е. Это, по-моему, 9-тысячные эти самые банкер-бастерс. Мгм. Все, что у американцев есть, всего 9 штук, по-моему, сделано, или даже 10, на 30 тысяч фунтов. Их поднимает Б-2. Значит, они эти бомбы, 3 штуки, уже испробовали на хуситах. Результат нулевой. Потому что в скальной породе и у хуситов, и у иранцев все очень глубоко зарыто. Значит, остается, чтобы один вариант для уничтожения ядерной программы – это использование тех же противобункерных бомб, но с тактическим ядреным зарядом. Ну, это прекрасно, пусть используют. Говорится, врата открыты, можно стрелять. Это да. Саня Торгунов. Какое влияние оказывает зять Трампа Кушнер? Не знаю. Скажу так, значит, вот когда были похороны папы, там присутствовал Трамп. И вот, по словам очевидцев, он везде бегал и говорил, что он еврей по зятю. Мгм.
Ну, все крутили, да. Ну, вот наверное, Базячу, такой да. играет. Да. Такое бывает. Владимир, Иран делает вид, что он проиграл. Иран не делает никакого вида. Идет, ну, стандартная психологическая война. У Ирана сейчас есть проблемы, но все проблемы решаемые. Они не принципиальные, как у Израиля. Иран их решает, судя по тому, что происходит с Израилем. Кушнер горит, Беларусь, пишут. Кто, Беларусь? Да. Не, ну, если вы примете во внимание, что до 1936 года в Белорусской ССР было 4 государств языка, и один из них идиш, то вполне возможно. Да, друзья, всем большое спасибо за сегодняшний вечер. Степан Геннадьевич, спасибо вам большое за время и мысли. Спасибо вам. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите, что думаете в комментариях, не стесняйтесь. Но главное, берегите себя и друг друга. Увидимся. Удачи.